Елисей. Царский наказ или сердце глаз? На самом краю Руси, в деревне Ясные Зори, жил богатырь Елисей. Сила в нем жила необыкновенная, будто сама земля-матушка вложила ее в его широкие плечи. Но не искал он ни славы, ни кровавых сечей, предпочитав труд мирный да дело полезное. Вся деревня знала тропку к его дому. Старушкам он колодцы чистил, да изгороди чинил. Одним махом поднимал тяжелые бревна, что троим мужикам были не по плечу. Мужикам помогал ставить избы, поправлял крыши после бурь, а детям мастерил из дерева резных коней, свистульки-птички и маленькие ладьи. Когда Елисей смеялся, смех его разносился по всей округе, теплый, как июльское солнце. По вечерам он уходил в кузни. Огонь в горне вспыхивал алым заревом, молот звенел мерно и чисто, словно церковный колокол. Искры сыпались золотым дождем, а из-под его рук рождались мечи, крепкие, звонкие, но созданные скорее для защиты, чем для нападения. Елисей верил, сила дана не для разрушения, а для охраны слабых и сохранения мира. Рядом с ним всегда была верная кобыла Зинка, умное, терпеливое животное. Она понимала хозяина по одному вздоху. Стоило ему нахмуриться, мягко касалась мордой плеча. Стоило улыбнуться, весело перебирала копытами. Тихая и размеренная жизнь Елисея утекала, словно чистая вода в лесном ручье. Казалось, само время замедляло бег у окраины его деревни. Но в один из дней, когда солнце стояло в зените, небесную тишину прорезал звон серебряных бубенцов. Пыль на дороге взметнулась золотым вихрем, и в самое сердце деревни влетел царский гонец на белоснежном скакуне. В руках его, сияя нестерпимым блеском, покоился золоченый ларец, украшенный заморской бирюзой и резьбой тончайшей работы. Весь люд деревенский замер, не смея поднять глаз на это чудо, пришедшее из палат белокаменных. До самого государя дошла слава о Елисее, о его сердце, чистом, как родниковая вода, и честности, что крепче векового дуба. И была в ларце воля царская. Велел государь Елисею исходить всю Русь, заглянуть в самые потаенные ее уголки и найти девицу, какой свет не видывал. Самую прекрасную, чья красота затмевает зарю, самую мудрую, чье слово дороже злата, и самую покладистую, чья душа тиха, как летний вечер. Награда за этот труд сулила богатство несметное, но цена отказа была тяжела, как могильный камень. Гнев монаршей мог пасть тенью на всю деревню, оставив от родных домов лишь пепел да память. Судьба деревни теперь лежала на его плечах. С первыми лучами рассвета, когда туман еще укрывал реку пушистым одеялом, Елисей вывел из стойла свою верную спутницу, кобылу Зинку. Она тихо заржала, словно чувствуя важность грядущего пути, и коснулась бархатным носом его ладони. Подтянув подпругу и бросив прощальный взгляд на родное крыльцо, Елисей тронулся в путь. Впереди лежали бескрайние дали, неизведанные тропы и тайна, которую ему предстояло разгадать во имя спасения своего дома. Колесил богатырь по просторам, заглядывая в самые дальние уголки. В одной деревне ему представили красавицу Марфу. Лицом она была, как яблочко наливное, но ростом она была совсем мала, в палатах царских такая бы затерялась. В другом селе жила Акулина. Красота ее была неоспорима, но нрав оказался тяжелее наковальни. Она только и знала, что помыкать окружающими. Зинка, почуяв недоброе, даже не позволила ей подойти к стремени.
и она получила отказ от богатыря. В торговом городе встретилась ему Евдокия, умнейшая дева, знавшая языки заморские, но в ее холодных глазах не было ни капли доброты или покладистости. Долго ли, коротко ли, а привели тропы Елисея к самому краю лесной чащи. Там, где деревья шепчутся с облаками, притаилась крохотная избушка, вся в цветущем плюще да птичьих домиках. В этом тихом уголке и жила Елена. Жизнь ее была простой, как утренняя роса. С зари до заката ходила она за немощным отцом-стариком, баюкая его старость своей заботой. Соседи о ней говорили только шепотом. Одни с придыханием о ее красоте, другие с почтением о ее мудрости. Елисей, завидев девицу, оробел. Пытался за березкой спрятаться, да куда там, богатырь он знатный, плечи широкие, а березка тоненькая, как тростинка. Стоит наш великан, веткой прикрывается, а сам глаз отвести не может. Решил подойти по-геройски, поклониться чинно, да зацепился сапогом за крохотный заборчик и, батюшки, повалился прямо в куст колокольчиков. Зинка только фыркнула, мол, ну, хозяин опозорился. А Елена не испугалась. Засмеялась она звонко, как ручей в апреле, подошла к богатырю и руку протянула. У Елисея от этого смеха в груди все перевернулось. Так и стоял он, красный, как маков цвет, не зная, куда руки деть. Пригласила Елена гостя в дом. Тут-то и началось веселье. Елисей в двери боком втискивается, макушкой потолок подпирает, боится лишний раз вздохнуть, чтоб стены не раздвинуть. Сел на табуреточку, а она под ним жалобно стонет. Старик-отец на гостя через очки смотрит, посмеивается. Ну и гость у нас, Еленочка, пол избы занял. А когда Елена чай подала в чашечке крохотной, Елисей ее двумя пальцами взял, словно бабочку хрупкую, и замер. Дыхание перехватило, когда она рядом присела. Вышли во двор делами заняться. Елисей решил силу показать, дров наколоть. Размахнулся топором, да так приложил, что бревно в щепки разлетелось, только пыль пошла. Стоит, затылок чешет. А Елена подошла тихонько, руку на его ладонь положила. Тут Елисей не сила нужна, а ласка. И стали они вместе ложку вырезать. Руки соприкоснулись, и словно искра пробежала. Елена покраснела, глаза опустила, а Елисей от счастья чуть топорище не раздавил. Вечером сидели они на крыльце, смотрели, как солнце за лес падает. Говорила Елена о душе лесной, о звездах, о том, что доброта – это самая большая сила на свете. И такая в ее словах мудрость была, что Елисей понял, нашел он то, что царь велел. Да только отдавать такую жемчужину капризному государю все равно, что сердце свое живьем вырвать. Посмотрел он на золоченый ларец, что к седлу Зинки приторочен был, и тень легла на его лицо. А Елена словно почувствовала, голову ему на плечо склонила, тихо так, доверчиво. И понял богатырь, за этот покой, за этот взгляд кроткий, он готов будет против всей царской рати встать. The nobles are plotting against you. They say you are. Не ожидали, что тут все закончится? А может, это лишь только начало? А ты пока не забудь подписаться на канал и поставить лайк!